Музыка. Конец воспроизведения. Дэвид Шмалан, ладно. Это CS-50, и это в Йельском университете. Добро пожаловать на 7-й неделе. Таким образом, этот класс знаменует собой переход между первой частью курса, где мы узнавали о волшебный мир чудес S, чрезвычайно мощный низкого уровня язык программирования, позволил нам решать многие проблемы, действительно. На вторую часть, конечно, куда мы движемся. На более высоком уровне программирования языков, таких как Python. На самом деле, этот переход уже началась на прошлой неделе, когда мы узнали о HTML, CSS и тому подобное. И мы остановились, действительно комментируя тот факт, что это новый язык программирования Python может быть удобно использовать. Писать что-то вроде spinny-google.com или facebook.com. Или любой веб-сервис, на самом деле, которая принимает некоторые параметры. Проанализируйте их, возможно, посмотреть для некоторых код в базе данных. Возможно, хранить код в базе данных, и она вернется. Для пользователей с динамическим выходом. Поэтому, прежде чем мы доберемся до конца и посмотрим, как Python может использоваться, чтобы действительно написать в серверной части веб-сервер, это поучительно, чтобы видеть, как Python может быть использован в качестве инструмента действительно делать анализ данных, подобно ученым данных. И это то, что мы увидим сегодня. Дайвинг в магию мира машинного обучения. Но прежде всего, что машинное обучение, правда. Так это смешна последовательность виньетеки, что я нашел в интернете на pythonprogramming.net. И они представляют собой стереотипную жизнь программистов/ученых в машинном обучении. Итак, давайте посмотрим на верхний слева здесь. Также, общество считает, что они создают полчища роботов. Возможно, с идеей, чтобы завоевать мир. Да. Друзья думают, что они тусуются с роботами, на самом деле. Теперь, родители и их родители думают, что программисты в машинном обучении проводят большую часть своего времени в данных центрах без окон, видимо. Как насчет других программистов? Ну, они могут подумать, что программисты делают необычные математики. А что о себе? Ну, они обычно думают, что они связались с какими-то необычной визуализацией. Анализ данных. Но в конце дня, что они действительно и здесь мы. С помощью Python, а не только с помощью для реализации какого-то алгоритма. Но на самом деле, используя Python для импорта некоторый алгоритм, как мы видим здесь. Так что мы пока не знаем Python. Но эта строка кода выглядит очень читабельно, не так ли? Там есть английский. Он говорит, отсклирн, мы не знаем, что это еще, импорт. Я уже упоминал самопорных векторов. Это функция для запуска машины алгоритм обучения. Так что мы не знаем Python пока нет, но мы уже смогли расшифровать, более или меньше, что происходит. И действительно, Sklirn, как вы увидите, это так называемый модуль. В Python библиотеку, если вы жаль, в C, из которых мы импортируете алгоритм, функция. Теперь, эта линия является собой пример характерной особенностью языка Python. А именно, это читабельность. И часто бывает так, что код Python называется как быть похожими на псевдокоды именно для того, что позволяет выразить очень мощные идеи с пару строк, что не очень удобно. Теперь, это очень характерно Python вместе с нашим знакомством в этом точку в поле с. Это то, что позволит нам сегодня, чтобы быстро увидеть, как Python может быть использован в качестве инструмента обработки данных для внедрения и запуска алгоритмов машинного обучения. Ну, так вернемся к QUESTIONN, что такое машинное обучение, правда. Так как в предыдущей последовательности виньетеки были предполагая, в популярной культуре, по крайней мере, машинного обучения часто связано с миром и искусственный интеллект. Как правило, мы думаем о машинах с точки зрения роботов. И буквально, есть бесчисленные научно-фантастические фильмы. А эта тема, как правило, представляя некоторые роботы превращения зла против человечности или в этой линии. Действительно, это современное толкование древний страх. Восходит, возможно, к Франкенштейн в 1800-х годах и за его пределами. Но на самом деле, если мы думаем на дороге машины, обучение оказывает влияние на нашу жизнь на повседневной основе.
Это не обязательно связанные с роботами, как таковой. Он еще что-то делает следующий набор приложений, что мы действительно используем на ежедневной основе. Так что давайте просто думать о поиск-двигателе, например, которые позволяют нам смотреть на все, что вы можете почувствовать, как во всемирной паутине. И в буквальном смысле миллисекунд, чтобы вернуться. Порядок, по крайней мере, результатов на основе запроса, в который мы входим. Думайте о изображении признаний, возможность. В каталог для поиска образ, основанный на его тему. Думаю о программное обеспечение для распознавания речи. В эти дни мы все можем разговаривать с телефоном и спрашивают, как там погода. Или покажите мне кино вокруг меня. Или, наконец, просто для этих 4 комплекта приложения. Я уже упоминал мирообработка естественного языка. Удивительная способность переводить документ текста с одного языка на другой в режиме реального времени или возможность, скажем, делать вывод. Смысл, семантика документ без вмешательства человека. Так это всего лишь несколько приложений, которые действительно подкреплены с помощью алгоритмов машинного обучения. И здесь под словом «машина» мы действительно значит, алгоритм работает, скорее всего, на облаке в центре обработки данных. И сегодня мы используем эти приложения на ежедневной основе. И поэтому вы когда-нибудь задумывались, что они все? Как мы можем начать думать для разработки одного из этих приложений? И это то, что мы будем сегодня учиться. Так, в частности, мы будем концентрироваться на 2 приложения распознавания образов и обработки естественного языка. Но перед этим, давайте вернуться к нулевой неделе. Таким образом, мы видим на этой схеме в начале курса. Он представляет собой алгоритм общего назначения. Черный ящик — это алгоритм, который принимает некоторый вход с левой стороны. Он обрабатывает их, и это обеспечивает пользователя с выходной. Теперь класс применения, что мы увидим сегодня, очень вписывается в эти рамки. Просто подумайте об имидже признании, например. Мы могли бы есть алгоритм, который принимает в качестве входных данных изображения, скажем, здесь и образ коня, образ машины, а способен или поняв, или признавая, что существует, действительно, лошадь или машину в этом изображении и вернуться к нам со строками, такие как «это лошадь». Или, в мире обработка естественного языка. Думать об алгоритме, где мы могли бы сделать что-то следующее. Сказать, что я хочу передать в качестве вклада в этом алгоритм один из моих любимых романов. 1984 Джорджа Оруэлла. Так что это просто часть его. Большой брат следит за тобой. Но сказать, что мы действительно хотим всю книгу, надоели в качестве вклада в этот алгоритм. Мы хотим, чтобы алгоритм уметь признать семантика книги. Поэтому мы хотим, чтобы алгоритм без вмешательства человека, чтобы иметь возможность вернуться к нам и расскажите, послушайте, Патрик, это книга о политике, это про пропаганду, речь о конфиденциальности. Поэтому в обоих из этих 2 приложений распознавания образов и естественных языков обработка — это уже понятно, что машинное обучение. Алгоритм пытаюсь вывести некоторые скрытые структуры во входных данных. Да. И если мы сформулируем проблему так, мы видели что-то подобное. Ранее в ходе VFACT много примеров сценария, где нам дается вход какой-то скрытой структуры. И мы хотим, чтобы дизайн был сделано, что в задаче выделяют 4. Алгоритм, который можно расшифровать, что мажет трещины входного и дает нам выход. Так что это детективный роман. И в конкретном, мы были дают изображение с какими-то красными шума. И вы сказали, чтобы разработать алгоритм, чтобы вернуть скрытое сообщение. Так что в этом отношении вы могли бы подумать приложений, таких как распознавание образов. По-видимому, разделяют похожее поведение, не так ли? Но есть ключевое различие. Кто-нибудь может заметить разницу? Мы только начали. Поэтому одно отличие на картинке заключается в том, что вместо одного изображения есть 2 изображения. И действительно, что-то в точку, в смысле, что проблема с набором в 4, мы были дают изображение скрытые сообщения.
Действительно. Но нам сказали, что структура скрытое сообщение. Другими словами, нам сказали, что изображение было много красного шума. И нам сказали, что в порядке расшифровать, чтобы действительно найти скрытое сообщение, мы должны снизить интенсивность красного пикселя. И, возможно, поднимется и интенсивность других пикселей. Но в машинном обучении и приложении это необычно то, что мы имеем в виду. Поэтому мы хотим, чтобы алгоритм, который может работать с любым типом изображений, мы хотим, чтобы накормить его. И это то, что приносит нам одним из ключевых отличий. В классе приложений что мы увидим? А именно тот факт, что он алгоритм сам. То есть, пытаясь выяснить скрытые структуры во входных данных. И как вы можете сделать это, имея доступ к тому, что называется обучающих данных. Иными словами, даже если мы хотим разработать алгоритм, который способна рассказать нам, Патрик, слушай, это лошадь, для того, чтобы работать. Этот алгоритм должен иметь доступ именно изображений лошадей. И на основе этих изображений он способен, чтобы выяснить скрытую структуру. Так что раз вы кормите, опять же, изображение лошади, он может сказать, это лошадь. И это то, что мы увидим сегодня. Начиная именно с пример классификации изображения. Так что это пример мы собираемся играть. Она в следующем предположим, что мы приведенный набор данных рукописных цифр. Таким образом, есть 10 цифр от 0 до 9. И для каждого из этих цифр нам дается коллекция рукописных изображений, представляющих эту цифру. Так, например, для цифры 0 мы получили много из этих изображений. И каждый имеет разные способности написания цифры 0. Так что мы ставим перед собой цели на сегодня на самом деле дизайн, в этом случае. Алгоритм, который может принимать изображение цифры 0, или изображение цифры 6 или любого другого числа. И, действительно, вернуться в строку 0 или 6 и так далее. И как вы можете сделать что, как мы увидим, путем иметь доступ к так называемое обучение. Данные определения неразборчивой структуры изображений мы хотим использовать. Но прежде чем говорить об изображениях, давайте просто абстрактно немного. И давайте подумаем, что мы живем в одномерный мир, линию Земли. Если вы хотите, где единственное, что мы видим, это прямая линия. Говорят, мы идем в школу, и первым делом, что нам сказали в первый день школы. Это, что ж, я вижу здесь. Учитель говорит нам, ну, послушайте, Патрик, это число 0. Затем мы идем снова, день школы. Мы видим еще один момент. Учитель говорит нам, это представляет собой 0. 3 дня, мы видим еще один момент. Это единственное, что мы можем смотреть в одномерном мире. И учитель говорит нам, ну, это 6. И так далее. Так 4 дня, мы видим еще один момент. Это представляет число 0. И так далее. Так это, представляющее номер 6. Это станет число 6. Другими словами, мы были подвержены меткой обучения. Набор данных точек и связанные метки, соответствующие цифрам, которые они представляют. Так сказать, теперь, когда мы представлены на следующий день в школе, с так называемой контрольной точки здесь, и нас спрашивают, что если это значение, что должен этот момент представляете? Какая цифра? Кто? Номер 6, в самом деле. И поздравляем, потому что это первый пример. Это первая машина алгоритм обучения, что мы собираемся обсуждать сегодня, просто, как это звучит. Так что есть много всего происходит. В первую очередь, просто ценю тот факт, что я не сказал вам что-нибудь о структуре. Я просто представила вам набор очков. Мы не говорим вам ничего об игре. Это не проблема набора из 4, где мы рассказали о специфике изображения трещины. В этом случае, я был просто представляем вам очков. А потом в определенный момент, я был прошу вас, хорошо, что это точка. И как вы уже догадались, но это должен представлять число 6. Почему? Ну, так или иначе мы выяснили, что точки, отображающие числа 0, группируются в одной стороне линии.
точки, представляющие число 6, группировка в другую сторону линии. Итак, в нашей голове то, что мы делаем, мы, глядя на ближайший среди тех, что мы были подвержены ранее, так что точка с минимальным расстоянием, так называемый ближайший осет, и просто обозначьте новую точку, что нам даны испытания. Точки, с меткой ближайшая точка мы были подвержены. Поэтому этот алгоритм называется классификатор ближайшего соседа. И действительно, это то, что мы собираемся использовать для классификации рукописных цифр. Но прежде чем мы перейдем к этому, давайте предположим, что мы получаем повышение. Итак, на второй год в школе мы сейчас видим мир в двух измерениях, подобно плоской Земли. И мы подвержены набору очков, опять же, с помощью набора очков. Так что этот пункт является число 0. Это число 6, число 6, 0, 6. Число 0, 6 раз. И, наконец, мы представлены тестовая точка. Поэтому любое предположение о том, что эта тестовая точка должна представлять, это число 0. И действительно, те же рассуждения, только что сделал в двух измерениях ближайший сосед. Группировки. Таким образом, это очень интуитивно понятный. И то, что мы остановились с вопрос, окей. Мы можем сопоставить изображение в точку в пространстве. Потому что если бы мы были в состоянии сделать это, если мы можем взять изображение цифр и просто интерпретировать этот образ как точка в пространстве, затем мы могли бы повторить в точности аналогичную процедуру, я вам сказал. В этом случае нет точек. Есть изображение в этом абстрактном пространстве. Но у нас есть доступ к S-меткой обучающий набор. Поэтому мы знаем, что эти цифры обозначают. И потом, когда нас спрашивают, окей, что это за цифра? Ну, мы применяем ту же логику, верно? И это то, что мы увидим. Действительно, мир может быть виден как имеющий более одного, или двух, или трех измерениях. И большая часть машинного обучения на самом деле о толковании. Данные представлены в виде точек в какой-то высокий мирного мира. И в этот прыжок мы могли бы немного похожи на персонажа. В одном из моих любимых романов, а именно «Флатландия» Эдвин Эббот Эббот. Это неразборчиво первое издание в 1884. Сюжет «Флатландии» следующая история. Описывает двумерный мир, занимают геометрические фигуры. Рассказчик квадрат назван сквер, который направляет читателя через некоторые из последствий жизни в двух измерениях. В канун Нового года квадратные мечты о визит в одномерном мире. Прямой мир, населенный блестящей точки, который он пытается убедить царство монарх второе измерение. Но он не в состоянии сделать так. После его видения, квадрат сам посетил. Трехмерным сфера назвал сферы, что он не может понять, пока он не видит об ином мире, трехмерном мире. Так много фильмов было произведено на этой сюжетной линии. Давайте посмотрим трейлер одного из них. Воспроизведение видео. Представьте себе огромный самолет, мир только в двух измерениях. На какие треугольники, квадраты, пятиугольники и другие фигуры видео. И двигаться свободно. Конфигурация делает человек. Получить на свой сквайрикл. Сейчас. Ты только квадратная. Спасибо, брат. Они не знают трехмерного мира. Такое понятие, конечно, абсурдное, кроме того, незаконно. Но это все собирается измениться. Откуда ты взялся? Я пришел из космоса, третье измерение. Нет, 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 нет. Ты не серьезно. На основе любимого романа Эдвина Эббот. Сегодня наш мир сталкивается с серьезной угрозой. Конец воспроизведения. Дэвид Джмалан, хорошо. И тогда он идет на... Я люблю его. Это одна из моих любимых. Вы должны посмотреть фильм. И действительно, готовы ли мы выйти за пределы в прямом мире, плоский мир, объемном мире? Так давайте сделаем это. Так вот, я просто представляю, что Линленд выглядит. Всего одна строчка, да. Единственное, что мы можем увидеть водное измерение не очень точек. И вот я написал 2 очка для нас. Что у нас тут системы координат. Просто чтобы быть в состоянии измерить расстояние, так сказать.
Так что в данном случае эта точка находится в месте одном. Это то, что это означает. И эта точка находится на месте 4. Итак, это картина водное измерение в прямом мире. Флатландия у нас видел двумерный мир. Действительно, мы можем визуализировать точки здесь. В этом случае каждая точка представлена по двум координатам. У нас есть горизонтальная координата и вертикальная координата. Поэтому координата 1 горизонтальная и 2 вертикальные. И так далее для 4, 4. Сейчас мы ходим в объемном мире в действительности трехмерном мире. И даже здесь это довольно легко визуализировать то, что очки, действительно. Есть 3 координаты. И поэтому мы можем просто сослаться на точку с соответствующими координатами. Так что мы можем идти дальше. Действительно. Действительно, мы можем. Это не так легко рисовать точки или как в высших измерениях. Но мы действительно можем придумать точка, скажем, в 4 измерениях. Будучи ссылается установить координаты, скажем, 0, 1, 4, 5. Не так ли? Так, ладно, эту ссылку, топоры там немного значат. Мы уже не в 3 измерениях. Все равно, они просто представляют своего рода абстрактное пространство. Но на самом деле, я не 4 осей, но можно наверняка рассматривать точки проиндексированных. 4 координаты в качестве точки живем в 4-мерном мире. И так далее. Если мы хотим, чтобы точка в 5-мерном мире, ну вот мы. Итак, мы можем вернуться, по идее, мы можем. Карта изображения из этого набора данных, которые мы имеем доступ к, в точке в многомерное пространство. И как мы видели в набор 4 проблемы, образы. Это просто коллекции пикселей в данном случае. За улыбку, просто сборники с нулей и единиц. Нуль ассоциируется с цветом белый, кто черный цвет. И даже в наборе данных, что мы играем с. Каждый образ в этих данных набор просто 8. 8 массив пикселей в результате каждый пиксель в этом случае. Это число между 0 и 16. Так что в каком-то смысле мы 8 на 8, так это 64. Так что это действительно точка в 64-мерном пространстве, не так ли? Поэтому мы действительно можем использовать эту идею и интерпретировать образы, как указывает в 64-мерном пространстве. И теперь мы действительно можем запустить и ближайшего соседа. Классификатор, который мы видели ранее. А именно, мы в этом 64-мерном пространстве. Мы видим маркировку изображений, что представлены нам. Мы сталкиваемся с ней, если хотите. Это представляет собой 6, 6. Это представляет собой 0. И так далее, пока мы не представлены с точки тест снова. Нормально. Мы знаем, как с этим бороться. Мы просто назначить этот первый точка метки точки обучения. Что ближе всего к нему. Так что единственное, чего здесь не хватает понятия расстояний, не так ли? Итак, давайте посмотрим, как мы можем пойти об этом думать. Таким образом, в одномерном мире это довольно легко вычислить расстояние. Действительно, расстояние между эти 2 пункта просто что? Это линия, да. Так что это просто 4 минус 1, 3. В двумерном мире немного больше. Сложно, но мы вещи в состоянии делать. Если это расстояние мы хотим иметь доступ к... Ну, у нас есть старая теорема Пифагора. Поэтому мы сначала вычислить расстояние, так что разница между горизонтальными координатами 2 точек, что в 4 минус 1. Это 3. Тогда мы его площади. И мы добавляем вертикальное расстояние между 2 очков, что на 4 минус 2, 2. И тогда мы его площади. И тогда мы извлечем квадратные корни. Не так ли? Так что в данном случае, ну, это будет квадратный корень из 13. Так что даже в трехмерный мир, это та же идея. Для того, чтобы получить это расстояние между 2 точками, мы можем просто работать по координатных. Поэтому мы можем взять расстояние первая координата, которая является 3. Площади, плюс расстояние вторая координата, которая является 2. Площадь его. Плюс расстояние между первая координата, которая является 3. И снова его площади. И мы можем извлечь квадратный корень из этого.
Так что мы действительно имеем формулу для вычисления расстояния. И эта формула не просто держать в одно-, двух- или трехмерном пространстве. Он содержит во многих измерениях, мы можем хотеть работать. Итак, у нас есть все ингредиенты, чтобы запустить ближайшего соседа. Классификатор на данный момент. Так просто, чтобы дать вам представление, что эти расстояния смотреть. Скажем, мы хотим, чтобы расстояние между этими двумя изображениями рассматривать как точку в этот 64-мерном пространстве. Ну, в этом случае, если мы применяем эту формулу по координатных, мы получаем расстояние от 31.98. Говорят, теперь мы хотим рассмотреть расстояние между изображениями, представляющие цифра 0 и образ, представляющий цифру 6. Ну, мы делаем математику, и мы находим из 45.97, который, действительно, больше, чем то, что мы имели ранее. Раньше у нас было 31, как расстояние между двумя изображениями, представляющими такую же цифру. Поэтому он должен быть меньше, чем расстояние между двумя изображениями, представляющими разных цифр. Так что на данный момент мы готовы увидеть какой-либо PYTHON-код. Так что мы собираемся на самом деле осуществлять ближайшего соседа. Классификатор только что описал для вас в абстрактных терминах. С помощью этих наборов данных. Опять же, для каждой цифры мы имеем доступ к коллекции различных изображений, представляя цифры. Так что давайте посмотрим некоторые на Python. Прежде всего, позвольте мне показать вы, что PYTHON это. Мы можем пойти в CS50 в IDE и просто запустить интерпретатор Python, написав Python. И вот мы здесь. Мы находимся внутри переводчик, так сказать. На данный момент мы можем запустить код на Python. Итак, давайте посмотрим. Мы можем написать h равно 3, g равно 5, h плюс y равно. Угадай, что? 8. Удивительно, не правда ли? Приходя из мира S, это совершенно удивительное. Много вещей происходит здесь. Во-первых, нет необходимости вообще объявления переменных. Я не писала тип int h равно 3. Я просто написал h равно 3. И в самом деле, мы могли бы написать что-то вроде h равно 8. g равно b. И угадайте, что h плюс u равным строке AB. Так что в Python нет разницы между одинарными кавычками и двойные кавычки, как в S. И действительно, мы не. Нужно определить, что такое переменная. Еще одна ключевая разница в отношении с того, что это немедленно. Нет гленк или сделать или тому подобное. Нет необходимости для нас вызов компилятора. Я был просто запущен код, и интерпретатор был на самом деле устно или запустив код построчно. Так что, действительно, есть компилятор за сценой. Но нам не нужно связываться с этим. Это один из красота Python. И в самом деле, выйдя из мира, вы можете прочесть код на Python достаточно легко. На данный момент. Теперь синтаксис это немного по-другому. Итак, давайте посмотрим, какой цикл будет. Для меня в 3, 5, 7 печатать я. И тогда, это для петли. Так, несколько различий синтаксиса, верно. Прежде всего, это более как для каждой петли, где мы проходим циклом по каждому элементу в этот массив, если вы хотите. И потом есть графа, что мы даже не видим. Более интересно, есть никаких скобок, никаких фигурных скобок. Так как это Python знает, что блок кода. Мы хотим выполнить внутри цикл for в строке «печать». Ну, она идет на отступ. Так что если бы мне пришлось повторить строка кода, что я просто представил вас, но без их здесь отступ, вы увидите сообщение об ошибке. Так что в Python нет нон-фигурные скобки. Это просто вопрос вмятины можно использовать. И это хороший стиль, чтобы использовать отступ даже в код C. Так зачем фигурные скобки в конце концов? Так хорошо, я мог бы продолжать в том же духе и показать вам еще несколько на Python. Код внутри CS50 в среде IDE. Но ради экспозиции, позвольте мне на самом деле. Закроем это окно и перейдите к следующий способ представления кода для вас. Так они называются оценка ноутбуки тип.
Поэтому идея заключается в том, что пока коды действительно командной строки, по линии, как Python делает это способ представления материала. Это позволяет мне в группу строк кода вместе. Так вот оно, что я писал ранее. В CS50 IDE, в той же строке кода же код снова. Когда дело доходит до манипулирования строки цикла, что я вам представил, и так далее. Так как мы снова видим, мы не знаем синтаксис, но мы можем прочитать, что происходит, исходит от C. Это если заявление, например. Опять же, есть синтаксические отличия. Действительно, здесь нет никаких скобок. Есть точка с запятой и есть вымятины. Но мы действительно можем расшифровать, что происходит. Так что это красота Python, и мы будем опираться на эту красоту сейчас. И сегодня фактически разобрать почти построчно некоторые блоки кода, которые позволят нам быстро перейти в действие и увидеть какой-то осмысленный, холодный выход из алгоритмов машинного обучения. Так давайте сделаем это. Мы идем в мир контролируемого обучения, а именно признание изображения. Но прежде чем мы перейдем к этому, что такое обучение. Поэтому класс применения в машине, как правило, обучение, вписывается в любой руководил обучения или обучение без учителя. Сегодня мы собираемся, чтобы увидеть оба. Так что пример изображения признания вписывается в категорию контролируемого обучения, как у нас есть доступ к надписью. Как я уже упоминал и подчеркивал ранее, набором данных. Поэтому мы представляем набор код или набор точек или изображений с этикеткой, связанной с ним. Так как у нас был этот ярлык, мы занимаемся обучением с учителем. Итак, давайте начнем с точки и давайте посмотрим, как Python может быть использован в плоском мире, если вы хотите. Так что Python имеет много построений типы данных и функций. Действительно, мы собираемся, чтобы увидеть гораздо больше на следующей неделе. Но когда дело доходит до обработки данных типов науки данные приложения, действительно, как правило, люди рассчитывают на внешние структуры данных и функции. И вот что мы собираемся делать сегодня. И это линия код, который я пишу здесь. Я импортирую их двух модулей, они называются библиотека. Если вы хотите, в мире S. Первый модуль является NumPy. Это один из основных модулей для научных вычислений. Второй модуль Matplotlib, которую это позволит нам легко строить графики. И третья строка кода не обращать на это внимания. Он просто обязан там в этом стиле ноутбука. Рассказать ноутбука просто печать на любой график мы производят в соответствии с выходным сигналом. Так один из прохладных VCPYTHON это, что это чрезвычайно популярным языком. И популярные в компьютер-наука, это очень важно. Одна из причин в том, что есть много кода. Там, что мы можем просто зайти и импортировать. Если вы хотите, эти NumPy, которые располагаются на этих линиях, кто-то еще принес библиотеки, модули кода, что мы можем легко импортировать. Так что действительно, мы должны установить эту модуль, прежде чем мы сможем импортировать их. Но ради сегодняшнего дня, просто игнорировать тот факт, что мы должны установить их. Так что давайте просто предположим, что мы можем легко импортировать этот модуль строкой кода. Я представляю для вас. Окей, давайте создадим обучение о набор данных во Флатландии. Так вот код. Первая строка создает массив NumPy, значение массива. В рамках этого научного модуля и NumPy. Так это очень просто. Мы создаем массив из 6 пунктов. Каждая точка представляет собой двумерную точку, так он индексируется по двум координатам. Итак, во второй линии, вместо этого, мы создание, в этом случае, встроенный список Python, как мы увидим. Но это просто массив строк, если вы хотите. И каждый элемент фитрайн массива это просто цвет, название цвета. У нас есть 3 красных строки и 3 синих. Так что вскоре мы будем заговаривать о коллекции очков. Но прежде чем мы перейдем к сделать это, позвольте мне просто покажу вам некоторые интересные функции в синтаксисе Python. Так Train является массивом из 6 пунктов, каждый из которых двумерный вектор, если хотите. Но можно также интерпретировать эти массивы как двумерный массив.
И поэтому мы можем использовать этот синтаксис, что здесь я представляю вам. Поэтому функция печати просто печать все, что находится внутри него. Итак, с этой строки кода подчеркивание train 5.0, что мы делаем? Мы принимаем пятый элемент в массиве точек. Так что PYTHON — это нулевой индекс в языке, многокакс. Итак, мы начинаем отсчет с нуля. Итак, в этом случае, пятая точка последняя в этом массиве. Так, а именно, 7, 6. И поэтому мы берем на пятую точку последней в массиве. И мы можем напечатать индекс с нулевой координате. Так что если вы это переводчик выводит 7, которая действительно горизонтальная координата, если вы хотите. Последней точки в коллекции. Теперь мы можем сделать то же самое переход от горизонтальной координат по вертикали. И таким образом мы получаем 6, который находится здесь. Так, одна ключевая особенность Python мы собираюсь получить, чтобы увидеть немного его сегодня. Это так называемый синтаксис. Так что синтаксис — это удобный способ, чтобы извлечь коллекцию элементов из массива, так как в этом случае. Поэтому в данном случае, что мы делаем, мы принимаем в первой строке кода. Говорит, окей, Python. Просто посмотрите на все точки в массиве. Взять горизонтальных координат, нулевой координате, а просто печатать. Все элементы горизонтальная координата. Действительно, если вы были, чтобы сравнить, у нас есть 1, А2, 3, 5.5. Это все, во-первых, горизонтальные компоненты каждой точки. Итак, со вторым компонентом. Так, это один из вариантов использования этот синтаксис. И что мы можем использовать этот синтаксис, это удобно для сюжета этот момент. Так что теперь мы используем OKDPP.цифра, попросту говоря. Python, просто ожидать, что я собираюсь напечатать рисунок. И в последней строке также точка показать, просто говорю, просто выход на участок. Так что магия, действительно, все происходит на линии между ними. Функцию scatter, что содержится, опять же, в модуле matplotlib, которую мы импортируем. Так что эта функция scatter исполняет два массива, массив горизонтальный. Координаты, если вы хотите, что у нас есть доступ к данным через синтаксис. И массив вертикальных координат. А то у нас S равен 170 просто размер, если вы хотите, в данный момент. И цвет желтый. Это один из красавиц из Python. Снова. Мы используем синтаксис опить из массивов меток. Напомним, что у I-подчеркивания было множество цветов. Поэтому каждый раз, когда мы по строению точки, мы также принимают соответствующие цвета от train массива. Так что если мы сделаем это, просто ценю это. По существу одной линии код, у нас есть участок здесь. И действительно, существует 6 очков. 3 из них красные, 3 из них голубые. Так это наши так называемых меченых обучающего набора. Вместо цифры 0 и 6, теперь у нас есть цвет красный и синий. Идея та же. Так что мы можем сделать, теперь мы можем добавление так называемой тестовой точки. Говорят на месте 3 и 4. Так почему бы нам не напечатать его? Мы используем ту же линию код, как и прежде для печати. Мы добавим эту новую линию с новой точки испытания. А у нас это сюжет с зеленым цветом. И это выход. Флатландия. Так что теперь, что мы хотим сделать, мы хотим запустить этот классификатор ближайшего соседа. И мы знаем почему, верно? Мы просто смотрим на тот момент, что ближе к зеленой точке здесь. И мы связываем с зеленым пункт цвет зеленый или синий. В зависимости от того, какой цвет ближайший сосед в этом случае. Зеленый. Поэтому для того, чтобы это сделать, нам нужно определить понятие расстояния в этом. Ну, мы знаем, что расстояние должно выглядеть. У нас есть математическая формула. Давайте записать его в Python. Итак, что вы получите, чтобы увидеть, как мы можем действительно определить функции в Python. Так вот, определить, и опять же, это уподобление код псевдокод. Да, def стоит по определению. Просто ценю это. Так что определить функцию, которую мы звонок дист, который берет 2 очка. И возвращает следующее. Итак, позвольте мне передать для вас именно то, что мы делаем здесь. Так что строка кода, которая мы хотим понять. Следующее, где мы возьмем 2 очка.
Это может быть в этом случае два мерных точек, каждая из этих. Но позже мы будем для 64 мерных точек. И вернуться с евклидовой неразборчивой расстоянии. Итак, разберем этот. Давайте предположим, что у нас есть две точки. Давайте предположим, что у нас есть две точки. У А это точки тест 3, 4, и это один из пунктов подготовки. У А это точки тест 3, 4, и это один из пунктов подготовки. И мы хотим увидеть, что эта линия выше делает по отношению к этим входам. И мы хотим увидеть, что эта линия выше делает по отношению к этим входам. Итак, прежде всего, мы можем взять разницу. Итак, прежде всего, мы можем взять разницу. И, кстати, PYTHON это думал об этом, и, кстати, PYTHON это думал об этом. Принимает разницу по координатных. Принимает разницу по координатных. Это, опять же, одним из магии свойства языка PYTHON это, опять же, одним из магии свойства языка Python. А именно, мы можем действовать, мы можем применить функция для всего вектора. А именно, мы можем действовать, мы можем применить функция для всего вектора. Это называется векторизация. Это называется векторизация. Поэтому, когда есть векторы v в этом случае, два мерных точек. Поэтому, когда есть векторы v в этом случае, два мерных точек. Или нравится, или массивы, мы можем применить функции к каждому элементу массива. Так это один случай, если мы берем разницу. Python автоматически взять разницу каждой координаты сразу. Таким образом, разница между 1 и 3 это действительно минус 2. И разница между 1 и 4 действительно минус 3. Так что теперь мы можем взять власть второе, мы можем устроить это. И опять же, что Python делает этот код? Просто думал по координатных. Так это минус 2, а взяв квадрат. Это 4. Принимая 3, и принимая площадь ее как 9. И так далее. Теперь мы можем использовать функцию, которая приходит с модулем библиотеки NumPy. Просто подводим две координаты. Так что 4 плюс 9 действительно 13. И тогда мы можем взять квадратный корень из него. Вот что это за один строка кода делает. Просто оценить красоту за что. И действительно, мы можем определить функции, которая просто возвращает расстояние между любыми двумя точками. И давайте просто вычислить каждая точка в обучающей выборке. Мы вычисляем расстояние с уважением в одной точки испытания. Итак, что мы делаем здесь? Мы вычисляем. Есть 6 очков в поезде, набор, 3 красных и 3 синих. Так мы делаем расстояние от зеленой точки на любой другой из этих 6 точек в обучающей выборке. И вот что это блок кода делает. Функции длина просто возврата суммы точек в массиве train. Затем мы инициализируем массив нулей с 6 нулями. И тогда это просто цикл ТО есть вычисление расстояния. Используя функцию dist, мы определили между все эти 6 пар очков. И это вывод, который мы печать функция печати. Так это массив, где каждый элемент представляет расстояние с уважением. На момент тестирования. Тогда что мы можем сделать, чтобы просто заполнить и классификатор? Просто выбрать пункт, что имеет близкого расстояния. В этом случае это будет второе, как мы видим. Расстояние здесь 1.8. И мы можем просто печатать цвет, связанный с этой точкой. И действительно, если мы пойдем вернемся к картинке, мы видим, что точка номер 2 ближе к зеленой точке. Итак, вот он. Так что просто ценит красоту. Буквально 3,4 строки кода. Мы можем запустить алгоритм машинного обучения. На самом деле, с помощью некоторых более весть, как он называется, синтаксис. Мы даже можем спуститься в гораздо меньше строк кода. Так, ладно, это чехол для очков. Но давайте вернемся к примеру классификации изображения. Давайте посмотрим, как мы можем точно возьмите точные строки кода, что я показал вам, и применить его изображение в цифру набора данных. Так это то, что мы делаем. Мы импортируем из sklearn модуль. Это общий модуль машинного обучения для Python. Мы импортируем набор данных, то есть цифра набора данных. Мы называем его цифра. Цифра набора данных содержит 1,797 изображений в этом. И есть несколько структур в этой базе данных. В частности, существует двух массивов: массив изображений, который называется цифры. Изображений, массив меток, которые называют цифрами. Цель. Итак, давайте посмотрим. Давайте напечатать первые элементы в массиве цифр. Изображений. Так это то, что она содержит. Это 8 на 8 коллекция пикселей, что действительно представляет число 0, как мы видим на самом деле.
Сговорился с этой линией код, который я показал вам. Быстрое отображение каждого пикселя от 0 до 16 входит в интенсивности черного цвета. Так что действительно, мы можем реализовать, что это 0. Есть несколько нулей в середине. И действительно, если мы расположим его с этим строки кода, мы действительно получим число 0. Так это только первый элемент индексируется 0 в наборе данных. И мы действительно можем также сюжет правда этикетки, что имеет значение с цифры .цель. И это 0. Так это и есть набор данных. И то, что мы хотим сделать, это запустить у ближайших соседей к этим данным. Так, в частности, что мы делаем, так что посмотрим. Этот набор данных, опять же, что-то вроде этого. То, что мы делаем, мы говорим, окей, давайте рассмотрим только под множество базы данных. Так давайте возьмем 10 изображений. И давайте рассмотрим эти 10 изображений в качестве обучающих данных. Что у нас есть доступ. Потенциально, мы могли бы доступ ко всей базе данных. Но почему-то мы хотим разделить. И это обычная особенность в машинном обучении. Для разделения исходных данных набор на несколько подмножеств. Для того, чтобы проверить производительность алгоритма, вы реализуете. Так это то, что мы делаем. Выбрав 10 картинок, мы по сути есть эта картинка. Где каждая точка в 64 дефисмерном пространстве представляет собой изображение цифры. И желтые надписи представляют истинную метку. Мы имеем доступ к этом обучающим наборе. Итак, что мы можем сделать? Мы можем сказать, хорошо, давайте возьмем контрольную точку. Так сказать, взять контрольную точку здесь. И давайте предположим, что мы имеем только доступ к изображению этого теста. Момент, который действительно 3. И мы хотим проверить производительность нашего алгоритма машинного обучения. Классифицировать данный момент. Так что действительно, это линия код, который позволяет только принимать 10 картинок из исходного набора данных. Я использую, опять же, нарезка синтаксис, но в этом случае немного по-разному в смысле, что мы выбираем элементы. От 0 до 10 исключить. Это согласно спецификации из синтаксис. Право, чтобы элемент исключается. Так что действительно, если мы будем использовать этот синтаксис, мы можем извлечь 10 образов из него. Точно как на картинке есть. И тогда мы можем создать тестовый образ. Мы можем выбрать здесь случайных чисел в остальной части набора данных. Сказать образ, соответствующий 345. Действительно, мы можем изобразить его с той же строка кода, который я представил вам. Это действительно 3. Но это легко для человеческого глаза. Поэтому мы хотим посмотреть, как хорошая производительность мы можем получить путем применения классификатор ближайшего соседа. И теперь строки кода, которые я собираюсь показать вам сейчас. Точно такой же строки кода, которые я представила вам ранее в плоском мире. Итак, давайте посмотрим. Это все вместе. И действительно, мы получаем, что классификатор возвращает номер 3. Таким классификатором, что он делает, опять же, вычисление всех расстояний между этими тестовыми точками. И все остальные пункты в учебные наборы. И он выбирает точку, которая имеет близкое расстояние ближайшего соседа. И ей присваивается тот же ярлык в этот момент и в этом случае. Действительно, правильный. Поэтому он должен прийти, как сюрприз, что действительно, такой простой алгоритм. 2-3 строки кода в Python для реализации. Это позволяет нам получить такой хороший результат. Но как хороший результат? Это на самом деле. Ну, мы можем проверить его. И действительно, мы можем сюжет-верное решение. У нас есть доступ к истинным лейблам, который действительно 3. Так что давайте проверить, насколько хорошо мы делаем 100 тестовых изображений. Итак, что мы делаем вместо того, чтобы просто тестирование? Производительность наших алгоритмов с одного образа. Рассмотрим набор из 100 изображений. И давайте посчитаем, сколько ошибок алгоритм мы просто реализовали получает. Так что если мы запустим этот код, я не разобрать его для вас. Это просто, опять же, с учетом чта, начиная от количества ошибок. Равно 0. И потом там есть графа здесь.
Это добавляет +1 каждый раз алгоритм то вывод. Это отличается от правды. Так что если мы запустим этот алгоритм за набор 100 тестовых изображений, мы получаем то, что мы совершаем 37 ошибок. Таким образом, мы получим 63 правильных ответов из 100, что довольно неплохо на самом деле. Для такого простого алгоритма, не так ли? Но действительно, очень похоже, как люди узнают. Обучение человека, а также алгоритм машинного обучения становится лучше с количеством учебные наборы они имеют доступ. Так что в данном случае мы имеем просто выбирают подмножество исходной базы данных 10 изображений. Так что мы можем попытаться сделать, это принять учебно-методический комплект, который является намного больше, и посмотреть, насколько хороший алгоритм делает с этим. Мы можем сделать это. Мы действительно увеличить набор обучения. Раньше было от 0 до 10 исключить. Сейчас она составляет от 0 до 1000 исключается. Поэтому он имеет 1000 изображений. Мы можем запустить точно такой же код, как и раньше, более 100 тестовых изображений. И на этот раз, смотри, только 3 ошибки. Это довольно удивительно, не так ли? Я имею в виду такой простой алгоритм. Я описал его вам, начиная от прямого мира. А в принципе, идея была там. Теперь это был вопрос кодирования его. Существует понятие точки в пространстве большей размерности. Существует понятие дистанции. Но как только мы выяснили это, и мы код это в Python. Python не волнует измерения, как мы видели. Та же функция, что работает с двумерной точки, одинаково работает с 64 мерных точек и выше. И вот что мы достижение 97% правильности. Действительно, 5 строк кода. Так вот вопрос, что если мы попробовать тот же алгоритм? Я просто представил вас в базы данных, которая выглядит более. Что мы хотели бы попробовать его. Так это популярные базы данных. Это называется KIFAR 10. Это опять же идея, это с надписью «база данных», что содержится в данном случае действительно десятки тысяч или больше картинки с меткой. Так что у нас действительно есть 10 наклеек, как и раньше. Но теперь, вместо этикетки быть цифры от 0 до 9. Метки что-то вроде самолетов, автомобилей, птиц, собак и так далее. Так это только один из наборов данных, которые вы можете найти. И действительно, есть веб-сайты, такие как kaggle.com, что хозяин рода соревнованиях, где машинного обучения исследователи и программистов попробовать свои алгоритмы, есть проблемы. Так что этот набор данных был популярен пару лет назад для одной из этих проблем. Типичный вызов может длиться что между 2-3 месяцев. Даже больше год. Так получается, что если мы запустите ближайшего соседа, классификатор в этот новый набор изображения, производительность на 30%. Так это все равно гораздо лучше, чем случайное угадывание. В конце концов, есть 10 категорий. Так что вы могли бы подозревать, что просто случайного угадывания вы получаете 10% правильно. Действительно, вы получаете 30%. Но это не то, что хотелось бы, это. И в самом деле, есть более передовые алгоритмы, которые сделать что-то немного по-другому. Но давайте посмотрим сначала, что может проблема с алгоритмом. Что мы просто бегали. Так это тренировочный экзамен по категории 0 в предыдущем наборе данных. И это несколько элементов, несколько изображений из категории Canina в новом наборе данных. Поэтому одной разницей, что со глаз сразу, заключается в том, что эти цветные картинки. И действительно, они. Так, в самом деле, вместо 8 на 8 пикселей, они 32 на 32. Так что еще довольно мало фотографий, но теперь каждый пиксель. Это действительно втройне RGB, а мы увидел, где каждая координата содержит число от 0 до 255. Так что в некотором смысле мы находимся в многомерном пространстве. Это не только 64. Но есть еще один ключ разница, не так ли? Кто? Пожалуйста. Аудитории, изображение можно поворачивать.
Так что вы можете иметь лошадь, это сталкивается так или неразборчиво. Дэвид Джмалан, хорошо. Это, безусловно, один из вопросов изменения зрения. Так что мы действительно имеем последовательность картинки, изображающие лошадей. Но лошади берутся из разных ракурсов, позах, да. И в самом деле, есть все вопросы здесь. Есть вариации точки зрения условий освещения. Данные изменения, деформации, окклюзии и тому подобное. И это то, что делает образ признания очень серьезный вызов для алгоритмов машинного обучения. Теперь, что больше сложные алгоритмы делать? Это не просто перевод изображения как наборы пикселей, как таковых. Но они работают как-то на более высоком уровне. Поэтому их группы пикселов. Вместо того, чтобы смотреть на один пиксель в то время, что происходит, они вроде пытаются экстраполировать, абстрагировать некоторые более высокого уровня характеристика кодекса. И это пример. Так что цифра 0 может действительно быть представлен как имеющие следующие 4 особенности, которые 4 арок и углов. И действительно, мы можем пойти выше в иерархии. Итак, Top of Art алгоритм — этот класс приложений, и не только. Называется глубокое изучение. Они работают к тому же, как я только что описал. Поэтому вместо того, чтобы работать с пикселями себя, а в нижней части этого изображения они пытаются сгруппировать пикселы. И они пытаются найти образцы, если вы группируете несколько пикселей вместе. И первый слой модели они можете экстраполировать ребра, например. А потом оттуда вы можете пойти еще один шаг вверх. Так что вы, группируя края вместе, вы можете придумать с такими объектами, как глаз или носом или ртом и тому подобное. И тогда группировка этасного набора объектов. Вы можете сделать что-то вроде лица. Так что это действительно логика. Глубокое обучение — это действительно игра-чейнджер. Идея позади этого типа технологии не нова, на самом деле. Она опирается на так называемых нейронных сетей, которые были изобретены в 80-х или даже раньше. Но это только до недавнего времени, буквально 4 года назад. 5, что исследователи возможность использовать эту технологию, чтобы действительно добиться потрясающих результатов. И теперь эта технология есть везде не только для распознавания образов. Поисковая система использует глубокое обучение. Просто название одно — Facebook. Функция меток для фотографий VFAC и BOOK основана на глубоком изучении. Распознавание речи Siri, Cortana, OK Google. Что никто не имеет причудливое название, все они основаны на глубоком изучении. И это действительно игра-чейнджер. Он принес 10% или больше увеличение производительности. Алгоритм неразборчиво в вопрос буквально один прыжок. Что-то подобное было невидимо и в поле. И действительно, в глубоком изучении выходит за рамки этого класса. На самом деле, вам действительно нужно большой вычислительной мощности для того, чтобы выполнить глубокую алгоритмы обучения. Не только, вам необходима тонна информации. И именно поэтому в 80Х они не могли. Запустить теория есть, но в первую очередь мы не имеем доступ к объем данных. У нас есть доступ к сегодня благодаря всемирной паутине. И тогда у нас не было возможности обработки. Что мы имеем сейчас? Итак, в то время как глубокие алгоритмов обучения за то, что мы можем на самом деле запустить в CS50 IDE, то мы можем действительно использовать некоторые наборы инструментов, что основанные на глубоком изучении. Так это один из примеров TNSORFLOW компании Google. Так что вы можете сделать, вы можете на самом деле скачать в Python. Например, обученный алгоритм для вас. Так что без нас пытаются подготовить алгоритм сами. Как мы делали с ближайшей сосед группировки. Вы можете скачать файл 100 мегабайт или более для распознавания изображения. Другой пример — генератор Deep Dream. Вот и получается, как я уже упоминал, этот тип алгоритма. Они не в состоянии выяснить закономерности во входной, что мы их кормим. Так что мы можем сделать с генератор Deep Dream. Мы можем выходить в интернет, загрузить все фото. Мы могли бы как фото себя, то загрузить фотографию одного. Наши любимые краски. И алгоритм способен о признании живописи. Стиль за этой картиной и применить это оригинальное изображение мы загрузили.
И вот почему это называется Deep Dream, потому что, видимо, с мечтами. При смешивании изображений. Так что если вы примените этот тип технологии в этой базе данных, я показал вам ранее, вы получите удивительную производительность. На 95%, что это действительно близко в то, что человеческий глаз может добиться в данном случае. Поэтому возникает вопрос, достаточно 95%. Ну, это действительно зависит от по применению. И только представьте себе пример самостоятельного вождения автомобилей. Как вы знаете, это горячая зона. Есть много игроков там. Tesla одним из первых игроков, кто был на рынке. Действительно, автопилот подобные функции. Так что функция автопилота по Tesla, позволяя автомобилю смещение полос на шоссе автоматически, для ускорения вверх или вниз на основе на трафик и многое другое. Теперь, это всего лишь помощник, и компания делает это ясно. Поэтому кто-то всегда должен быть в контроле над автомобилем. Но это действительно предоставляет много помощи. И получается, что автопилот особенностей у машины, как Tesla. Делайте ставку на разнообразие технологий, таких как GPS, ультразвуковые датчики, радары и так далее. Но они также полагаются на фронтальные камеры с программным обеспечением распознавания образов. И действительно, они используют эти так называемые глубокое изучение технологий в эти дни. В чем проблема? Ну, давайте посмотрим видео. Воспроизведение видео. Музыка. Wasn't finished. It was the opposite. It was as banal and stupid and destructive as Конец воспроизведения. Дэвид Джмалан, так что, действительно, причиной следствия происходит. И позвольте мне, на самом деле близок. И как мы видели, водитель был на шоссе во Флориде. Он использовал автопилот особенность, видимо, опираясь почти исключительно на нем, когда трактор прицепом въехал перпендикулярно к нему. И если вы читали от Tesla.com о заявлении о том, что компания выпустила после аварии, которая это случилось несколько месяцев назад. Я читал. Ни автопилот, ни водителя заметил белую сторону трактора трейлер на ярко освещенном небе. Так что тормоз не был применен. Так что это действительно проблема с распознаванием изображения. Видимо, цвет трейлер был беловатый, белый. И поэтому против светлых горит небо, алгоритм. Хотя он что-то выполняет как и 95% правильно время. Имел некоторые проблемы. Итак, это лишь несколько проблем. И, в самом деле, неразборчиво будет быть очень заинтересован в этом отношении. Применение этого типа технологии для самоуправляемых автомобилей принесет много интересного вопроса во всех областях. Не только компьютерные науки, конечно, но политика политикой, этикой, философия и тому подобное. Все правильно. Это было для распознавания изображений. Так что давайте сейчас просто перейти к следующему применению кластеризации текстов. Таким образом, мы собираемся пойти чуть-чуть быстрее об этом. В приложении мы имеем в виду следующее. Сказать, что я хотите, чтобы дизайн-алгоритм, который принимает в качестве входных данных в следующем списке фильмов VFX не просто название фильма, но синопсис IMDb для фильмов. Так что фильмы это Робин Гуд, Матрица, Король говорит, Аладдин и так далее.
И я хочу, чтобы разработать алгоритм, который, просто основываясь исключительно на этих входах, способен к кластеру, как это называется, в группу. Эти фильмы на 2 категории. Так, если мы посмотрим на список фильмы, это может быть очевидным. Если вам нравится, что кластеризации мы ожидаем нечто подобное, где у нас красивый разум, матрица, король, выступление в одной группе и Робин Гуд Аладдин, в поисках Немо в другую группу. И действительно, если я спрошу вас просто группа — это список фильмов. На 2 группы, скорее всего, это был бы ответ. Но ваш ответ бы были основаны на чем-то. Отличается от того, что машина будем делать, как мы видим, скорее всего. На самом деле, вы могли бы сказать, окей, эти 2 категории. Потому что мы знаем до этого таким образом, Робин Гуд, Аладдин. В поисках Немо действительно больше Дисней как фильмов, так. Они для детей, если вы хотите, а остальные действия типа фильмов. Но опять же, этот способ классификации, кластеризации фильмы, основана на каких-то там учить человека, если машина имеет доступ только, чтобы смотреть фильмы. Итак, давайте посмотрим, что произойдет, если мы действительно попытаться выполнить алгоритм. Для этого кластеризации. Так как и прежде, мы стараемся аннотация. В этом случае набор приложений, которые мы обсуждаем сейчас, называется без присмотра обучение, поскольку противоречит то, что происходило раньше, где мы представили список данных, список точек, список изображений с метки, связанные с ним, на этот раз. Мы просто представили с набором очков. И вот он в прямом мире. Это то, что мы увидим всего 7 очков. Итак, если вас спросят, окей, просто раскалывается этот набор точек на 2 группы. Ну, у нас есть простой способ сделать это. И еще раз, я не говорил вы что-нибудь о структуре. Должно быть выведено. Я просто представляю вам набор точек данных и прошу вас просто разделить эту группу точек и в k равна 2 категории, группы. Так как раньше, это действительно известный алгоритм машинного обучения. Это называется кей средних. Представляет количество кластеров. Мы хотим, чтобы алгоритм разделить исходные данные на... И, как и прежде, из одного измерения мы можем пойти в 2 измерениях. А если я тебя спрошу, окей, сплит эту группу точек на 2 группы, легко. Вот что К значит, делает. Что насчет текста? Поэтому, прежде чем, мы как-то были простой способ картирования. Изображение, набор пикселей, вытачка в пространстве большей размерности. Как мы можем идти о мышлении и делать что-то подобное с текстом? Это не так просто, не так ли? Потому что если бы мы были смог сделать, если бы мы были, уметь интерпретировать каждый из этих конспекты как точка в пространстве, затем, вероятнее всего, картина будет выглядеть так. И если я попрошу тебя разделить эту группу кино на 2 категории, и это будет твой ответ. Так что действительно, давайте посмотрим, как мы можем картине некоторые ввода текста в коллекцию. В точку в высшеимерном пространстве. Поэтому для того, чтобы сделать это, позвольте мне просто шаг назад и описать следующий, легче типа пример, где в качестве входных данных у нас есть 4 струны. Так что давайте читать. Первая строка. Я люблю CS50. Персонал удивительный, удивительный, удивительный. Строки А строки Б. Я есть собака и кошка. Си строка. Лучший из CS50. Персонал. И торты. Окей. CS50 персонал. Строки D. Моя собака будет бегать за котом. Собак. Окей. Говорят, что эти 4 строк, и мы просим, окей. Давайте разделим их на 2 группы. Скорее всего, что вы догадаетесь, это одна группа, должна включать строку и строка C и других кластеров. Должна включать в строку B и строки D, основываясь на семантике, по смыслу. Так как мы можем это сделать? И действительно, если это представление в высокомерном пространстве, вот что мы получим. Поэтому недостающий шаг на самом деле это сопоставление, верно. Сопоставление каждого из этих 4 строк вытачка в пространстве большей размерности. И это то, что мы можем сделать в следующее толкование. Так вот, у нас есть 4 струны.
Первое, что мы можем сделать, это посмотреть в словарь, используемый в этих 4 струны, а именно, извлечение слов в каждой из строк. Так что если мы не рассматриваем так называемые стоп-слова, а именно такие слова, как «я», «есть», «а», и тому подобное, которые не дают много смысла, это то словарь, который мы будем извлекать. Есть слово «круто», «лучшие», «торты», «кошки» и так далее. И теперь, если мы посмотрим на каждая из строк, мы действительно можем карту каждой строку в числовой точке. С помощью так называемых мешков слов интерпретации, по которой каждая строка просто представлены слова графа. Итак, давайте посмотрим, для, например, первая строка. Слово «удивительный» используется 3 раза. И вот почему у нас есть 3. Слово CS50, строчная буква, используется 1 раз. Слово «любовь» используется 1 раз, снова. И «персонал» используется 1 раз, снова. Опять же, мы не рассматриваем стоп-слова, такие как «я» и «есть». Так далее, так что вторая строка также могут быть представлены. Числовой вектор, как это. И действительно, есть 12 слова в этом словаре. Поэтому мы действительно можем думать каждой из этих строк как точка в 12-мерном пространстве, не так ли? Так что не все так просто. Это первый большой шаг. Но мы должны также нормализовать в длину строки, если вы хотите. Просто потому, что если строка очень долго, потом, это более вероятно, что просто грубый подсчет будет выше. Что мы можем сделать легко, просто разделить каждый числовой вектор на общую сумму слова в этой строке. Поэтому мы получаем так называемую частоту матрицы. Так вот она. У нас есть способ, чтобы отобразить строку в таким многомерного пространства, в 12-мерном пространстве. И что мы можем сделать? Мы можем применить этот алгоритм К средних. Итак, позвольте мне просто показать вам быстро, как это может быть сделано с помощью Python в области обучения без учителя. Так что теперь мы будем двигаться гораздо быстрее, чем раньше. В этом случае мы импортим одни и те же модули, как и прежде. NumPy и Matplotlib, которую и создавать в этом случае в мире Флатландии. Мы создаем массив 7 пунктов, которые я здесь. Сюжет точно такой же строк кода, как раньше. Но в этом случае, вместо мы реализуем машины. Алгоритм обучения с нуля, вы можете делать то, что стереотипно, по крайней мере. Большинство машинное обучение программист или исследователь будет делать, которое импортирует кей средних алгоритмы с внешнего модуля. Так что если мы импортировали этот алгоритм, подробности о том, как алгоритм работает, выходит за рамки этого класса. Но это не будет сложно, на самом деле. Но мы можем разумно запускать этот алгоритм и сказать: «Окей, алгоритм, кластер — это группа точек на 2 группы. Кей равно 2. Если мы это сделаем, я не пройду построчно, что происходит просто. Запустив алгоритм с кей равно 2, это будет выход. Так что, действительно, алгоритм способен, выясняя 2 группы точек на основе их расстояния. Поэтому мы также можем выполнить алгоритм с кей равно 3. Ведь нам решать количество групп, которые будут созданы. Так что если мы бежим с кей равно 3, те же строки кода. Как и раньше я меняюсь как 2 до 3, мы получаем 3 группы. И так далее. С кей равно 7 есть 7 очков. И вот это. Так что кресты, которые присутствуют в сюжете. Просто, если вы хотите центр масс, центр тяжести группы, просто в середине группы. Так это то, что мы можем сделать легко с точки в мире Флатландии. И мы можем, в самом деле, двигаться очень подобно тому, как мы сделали сейчас в мире документов. И вот эта коллекция строк я вам представил. Это мешки слов матрицы, которые мы можем легко построить с помощью какой-то функции от внешнего sklearn-модуль. Опять же, я не тратить многоподробно о разборе настоящего кодекса. Я хочу, чтобы вы высоко ценим тот факт, что правда, в несколько строк кода мы можем сделать что-то вроде это работает в Python. Так что мы можем взглянуть на словарь, это то, что я вам представил. Раньше, круто, best, торты и тому подобное. Мы можем получить частоту матрицы, как и раньше. И мы действительно можем запустить средних с кей равно 2.
И если мы это сделаем, мы действительно есть выход, что мы ожидаем. Смысл алгоритма способен понять, что две группы должны быть разделены на слова «собака», «кошка», «держит», а слова «потрясающе», «персонал» и «CS50 в точка». Так это в простое пример строк. Мы можем перейти на более интересный пример. Фильмов с IMDb синопсис. Запустить точно такой же код. Теперь входы для алгоритма следующий список. Фильмов с их названиями синопсис с IMDb. И мы можем легко импортировать этой таблицы Google в Python с использованием модуля Pandy. Опять же, я не тратить много времени на это. Я хочу узнать концовку. Это строка кода для импорта этих наборов данных. Вот, действительно, если бы мы печатали эти кадры неразборчиво Python. Это такая же таблица, как VB-таблицы Google. И с этого времени мы можем точно взять тот же код, что мы применяли ранее в простой пример в этом случае. И если мы делаем так, просто создание матрицы частот. Работает кей средних с кей равна 2, мы получим следующий вывод. Так что, действительно, алгоритм способен выяснить, что один класс фильмов должно быть, в том числе и фильмы, такие как «Речь короля», «Замороженный Аладдин», «Золушка», «Робин Гуд» и тому подобное. Так что «Речь короля» мы нереально ожидать, верно? Замороженные, Аладдин, Золушка, Робин Гуд, окей, детских фильмов. Но «Речь короля». Ну, давайте послушаем других кластеров. Другой кластер будет злиться Макс, Матрица, старикам тут. Мужчины, а как? Таким образом, алгоритм, думая об этом, когда мы на карте. В этом многомерное пространство и то путем группирования фильмы. На основе подсчета слов, как мы видим. Итак, причины, почему это принимая «Речь короля». В той же группе «Замороженный Аладдин», «Робин Гуд» и так далее. Из-за таких слов, как «король», «принц», «герцог». Так это машинного обучения позади это то, что машина делает. Опять же, это может звучать немного нелогично. Исходит от человека точки зрения познания. Но машина имеет доступ только к тем входы, которые я вам ранее показывал. Так что давай просто закончим. Это был Python. Мы видели, действительно, два важных приложения в реальном мире. Поэтому применение распознавания образовый текст приложения кластеризации. Это только два приложения из countlessly много приложений, которые меняется наша жизнь на ежедневной основе. А на самом деле, ну, на данный момент, просто говоря о чем-то еще в этом. Это должно кольцо колокола этот момент в классе. Это, действительно, пирамиды в Марио. И действительно, мы можем запустить алгоритм машинного обучения. Играть в видеоигры, такие как Марио. Как мы это сделаем? Ну, мы можем иметь в качестве обучающего множество игроков играть в Марио. И мы можем иметь алгоритм наблюдать за ними и учиться у них. Или мы можем смотреть другой алгоритм просмотра игры. И это то, что действительно произойти в случае ехать. Так что иди популярные шахматы настольная игра. Это очень похоже на шахматы. Но теперь количество комбинаций удивительно большие. Это больше, чем число атомов во Вселенной. Поэтому играть в эту игру всегда рассматривались тяжеловато. И считается в течение длительного времени. За пределами досягаемости современные приложения, современные машины. Алгоритмы обучения. Это была картина до несколько месяцев назад. В марте 2016 года, когда алгоритм, сделанный исследователем в компании Google, играли против одной из чемпионами мира в этой игре. И вот он, чемпион мира, мастер мира Lee Sedol. Так что до серии из 5 игр против машины. Ли опубликовал заявление, утверждая, что он ожидал, чтобы выиграть что-то как 4-1. Действительно, 4-1 был конечный результат. Но это был другой путь вокруг. Так что машину выиграл 4 раза из 1. И что действительно удивительно, это воспринимается, опять же, как игра Challenger. Глубокие алгоритмов обучения за эту технологию.
Столько внимания втянулись в игру. Не только потому, что машина выиграла, в самом деле, 4 из 5, но ведь во время игры, действительно, новый играет выступили алгоритм. И алгоритм был обучен не просто наблюдая человека-мастера, играть в игру зайти. Но он также был обучен, глядя на себя, на сам алгоритм, играя против другого алгоритма на ходу. Так, имея доступ к этот набор обучающих данных, алгоритм просто придумал с новых, удивительных движений, что даже не комментаторы игры были в состоянии командовать. Итак, это где мы остановились, наблюдая некоторые реакции эти комментаторы при попытке интерпретировать шаги, предпринимаемые машиной. CS50 не будет на следующей неделе больше о Python и веб-серверов. Аплодисменты. Воспроизведение видео. А это что неразборчиво с команда Google говорит? Это вид оценки, стоимость. Это очень неожиданный ход. Я думал, что это было ошибкой. Ну, я думал, что это была быстрая мисс. Но, если бы это было в режиме онлайн, мы называем клико. Да, это очень странно, что то, как это было бы более нормально двигаться. Ладно, ты то должен так, вы должны думать об этом. Это было бы нормально двигаться. И локально, белые ответили бы здесь. Конечно. Но. Конец воспроизведения. Дэвид Джмалан, еще раз спасибо. Воспроизведение видео. Все эти мелкие были, вроде, топ-5 на первой лекции, вы знаете. Как торт, конфеты, сувениры, конфеты. Они, вроде, есть свой диджей. Но первая лекция не так, как планировалось. Малан, он что телефонная книга готов, мол, разорвут его сердце. Ну, вы можете сначала открыть телефон-книгу примерно до середины, взглянул вниз. И тогда чувак просто уронит. Музыка. Да. Не возражаете, если я стрельну одну? Да, конечно. Чувак, там был что-то на этих страницах. Это был как будто ничего я когда-либо видел на видео. Упоминалось ли бутончик? Бутончик. Это что, язык программирования? Вздыхает. Конец воспроизведения. Воспроизведение видео.